Привет-привет! Меня зовут Людмила и с вами Таро в потоке. Сегодня мы с вами сделаем глубокий психологический разбор только на одну позицию. Сразу предупреждаю вас, об этом. Значит, название к нему звучит так. Его истинное лицо и намерение в вашу сторону. И, конечно же, мои дорогие, для начала вам нужно выслушать сигнификацию, чтобы понять, подходит ли вам этот расклад. Значит, в сигнификации я опишу мужчину. Может быть, нам покажут, что между вами, То есть то, что посчитают высшие силы нужным нам продемонстрировать, это я и расскажу. Если сигнификация совпала, мы в этом случае будем смотреть, его истинное лицо. Дальше мы посмотрим чувства человека к вам и его намерение. Он вообще зачем пришел в вашу жизнь? Он что от вас хочет, этот человек? И можем еще взять совет для вас, чего вам с этим всем делать. Итак, давайте смотреть. Что за мужчина перед нами, между нами, хотела сказать. Господи, да что же он такой весь десятка кубков, десятка пентаклей. А это все правда или неправда? Это все трындеж какой-то. Так, какого интересного персонажика вы привели? Значит, смотрите, что за человек, что вы о нем знаете? Первое, он говорит вам о том, что он женат, и о том, что он богат. Все у него в целом в этой жизни хорошо, замечательно, жизнь его полная чаша. Единственное, чего ему не хватает, это каких-то бурных эмоций, бурной любви, связи с кем-то на стороне, потому что, видимо, в семье он этих эмоций не получает. Также он говорит вам о том, что он ничего не может вам предложить, кроме своей сексуальности, своих эмоций, возможно, каких-то переписок, признаний и так далее. Мы с тобой будем общаться, я тебе буду признаваться в любви, ты такая вся классная, но я никогда не собираюсь разводиться, я никогда не собираюсь уходить. Поэтому принимай ситуацию такой, какая она есть. Говорит он вам. Когда выпадают, такие прям, знаете, кругленькие карты, десятка кубков, десятка пентаклей, и все на личность человека, и туз кубков у нас здесь. Хочется, и четверка жезлов, это все прям про такое благополучие. Такой он весь хороший у нас, и богатый, и красивый, только что женатый. Хочется спросить, правда ли это все, или это какая-то его позиция, то, что он пытается показать, какая-то маска. И, конечно, карты нам никогда не лгут. Они говорят, конечно, это все просто слова. Человек рассказывает вам о том, как у него все классно, какой он весь самодостаточный человек. При этом все это абсолютно несправедливо относительно него. Все, что он говорит, он делает для того, чтобы создать какую-то, знаете, очень удобную позицию для себя. Знаете, удобная позиция потребителя. Я получаю тебя с эмоциями, с сексом, получаю тело качественное, вообще взаимодействие. И ничего не вкладываю, я же предупреждал, что не могу. Ты чё? Мужчина показывает себя просто распрекрасным со всех сторон, только что женатым. Он и умен, он очень харизматичен, он как-то очень правильно шутит, замечает все, что вы ему рассказали о себе. Он очень внимателен, он очень заботлив, при этом очень ненавязчив. Мужчина со всех сторон очень привлекательный.
очень привлекательный. И внешне может быть привлекательным, и поведение его очень привлекательно. Показывает свою кубковую сторону. То есть то, как я умею заботиться, то, как я умею любить. Посмотри, какой я классный. Ну да, я женат, но это такие мелочи. Ну вот не достает мне дома эмоций, не достает, не дает жена этого всего. Ну не дает. Вот приходится искать на стороне. Вот, значит, при этом, да, этот человек, ну, он по природе своей, он гуляка. Он гуляка. То есть не вы, так кто-то другой будет в его жизни. Потому что 7 мечей, перевернутый иерофант, ну это прям... По сути, человек, который никогда не будет делать никакого выбора, да, даже если он вам пообещал этот выбор сделать. Это гуляка, который, вот он женился, что-то создал, а может быть, женился на богатой женщине какой-то. У него все действительно неплохо, да, просто его вложений в это неплохо минимум. И это человек, который гуляет от своей жены направо и налево. Он ничего не ищет, он не ищет никакой любви. Он рассказывать будет, что он ищет какую-то любовь. А на самом деле он просто любит потрахаться на стороне. Как-то так. Как-то так. Хорошо. Вот прям ощущение, что у многих это товарищ с сайта знакомств, с которым вы пару раз увиделись. Он вас очаровал полностью, да, но сказал, что он очень несчастен. Несчастен в своей жизни, в своем браке. Для некоторых и не сказал, что он женат. Да. Сказал, что он будет там что-то выбирать, перебирать. Подожди, давай сначала в гостиницу сходим. Сходим в гостиницу. Я тебя попробую, проверю, какая ты женщина, какая ты в сексе. А потом я проверю вообще, какое у тебя будет поведение относительно меня, твои требования, твоя меркантильность. А потом я уже буду там выбирать. И вообще что-то о себе рассказывать. Хорошо, ладно. Не будем забегать вперед. Давайте посмотрим чувства нашего прекрасного принца к вам. Шерстинка лисна попала. Сама она, видите, не пришла сегодня к нам. А шерсть разбросала. Угу. Так, здесь, знаете, что в чувствах? Вы этому человеку очень понравились. Очень понравились. И он, знаете, вот здесь очень странная ситуация, как будто бы он себе разрешает влюбиться или не влюбиться. У него есть выбор, безусловно. То есть кроме вас есть еще кто-то, из кого он выбирает. Но пока на сегодня он выбирает вас. Я бы сказала так. И как будто бы он такой, типа, я уже готов влюбиться в нее. Я уже практически разрешил себе влюбиться в эту женщину. Значит, у него, он вас высоко оценивает. На первом месте стоит ваша внешность. И он говорит, ну она классная, она шикарно выглядит, она очень ухоженная. Вы действительно здесь женщина самодостаточная, какая-то такая вся, знаете, гладенькая со всех сторон. И он, конечно, здесь вот прям, знаете, облизывает губки. Облизывается здесь мужчина. Вот. И говорит, я практически влюблен. Практически влюблен. Дальше. Он говорит, как бы мне сделать так, чтобы она была моей, была влюблена в меня, вот прям
писала кипятком бы от меня, да? Но при этом, чтобы соглашалась на отсутствие вложений с моей стороны. Это все у него в чувствах. То есть здесь человек как-то умеет их контролировать. Вы знаете, как будто они нарисованы акварелью, эти чувства. Они что, не настоящие? Что они не настоящие, он не умеет ничего чувствовать. Знаете, когда у людей, да, ну, мы рассматриваем мужчину, скажу у мужчины, да, есть, ну, вот определенной степени нарциссическое расстройство, да. Оно бывает на самом деле разным, да, бывают черты нарциссические, бывает, человек реагирует на травму нарциссическую, которую получил когда-то в детстве, а бывает вот истинный нарциссизм, да, когда мужчина по-настоящему ничего не чувствует. То есть внутри него находится такая яма, дыра, которую он ничем не может заполнить. И получается, что все чувства он как будто бы рисует, он притворяется. Причем притворяется сам для себя даже. Не только для вас, да, он притворяется, а притворяется сам для себя, что он что-то чувствует. Здесь очень странные ощущения. Понимаете, как это так? Я могу себе разрешить, любить или не любить. Но чувства сами по себе, да, они нахлобучивают человека, они возникают вдруг. И самая большая проблема – это то, что мы не умеем их контролировать. А человек, который умеет контролировать, это как назвать? Это значит, это не чувство. Это значит, что это выдумка, это что-то придуманное. Понимаете? И вот я поэтому все это дело спросила. Он и говорит, что он находится в перевернутом отшельнике в десятке мечей. Внутри него глобальная пустота нарцисса. Понимаете? Глобальная пустота нарцисса. Человека, который не знает, кто он, не знает, что и где он. И он все время беспокоится, он все время тревожится о своем «я», о том, как его видят, как его воспринимают окружающие люди. Ему хочется накидать на себя пуху, значимости. Вот я ж смотрю в сигнификации, десятки, да я такой иерофант, да я просто круть крутая. Вот такое ощущение, что, знаете, Бог к нам пришел. Пришел Бог и говорит: вы что, еще не видите, что я Бог? Вот. То есть здесь у человека на самом деле проблема с самоидентичностью. Он не знает, какой он не знает ничего о своей настоящей личности. Он внутри испытывает глобальное чувство страха от того, что он не уверен в себе, от того, что он не знает, какой и кто он. И ему требуется постоянное подтверждение себя через секс, через восхищение женщины рядом с ним, через восхищение коллег по работе. Ему постоянно требуется, чтобы кто-то вливал ему в уши комплименты, похвалу бесконечную. Да, мы не будем сейчас смотреть, собственно говоря, откуда это все выросло. Да? Мы сейчас рассматриваем его чувства к вам, и посредством этого его истинное лицо. Вот истинное лицо, оно уже стало очень сильно вырисовываться, как вы видите. Да? Вот, то есть человек буквально живет в какой-то маске. Эта маска срослась с ним, и он не знает, какой он. Внутри он не чувствует ничего. Это полная безысходная пустота. Но он верит в то, что он испытывает к вам чувства. Он верит в то, что он их может включить, а потом выключить. И он говорит о том, что сейчас я практически позволяю себе влюбиться. Я практически позволяю себе быть очарованным ею. Но я хочу,
чтобы она была такой, как я хочу. Я хочу, чтобы она соответствовала моему дьяволу, моему запросу. Здесь мужчина, ну вот по сути, я не побоюсь, да, этого слова, этих слов, назовем это так. Он не испытывает к вам ничего. Но в этой пустоте, как на холсте, он рисует свои чувства. И он говорит, что я испытываю легкую влюбленность и уже готов погрузиться в это. На самом же деле он хочет вас воспитывать, он хочет вас переделывать под себя, под свои истинные потребности. И этот человек будет вас разрушать. Он будет вас разрушать, потому что ему очень нравится брать самодостаточных красавиц, которые, вы знаете, крепко стоят на ногах, сделали себя самостоятельно, но при этом они нуждаются в эмоциях, они ищут себе друга, они ищут партнера. И ему очень нравится брать вот такую женщину, очень целостную, но ранимую, хрупкую, которой не хватает только любви, понимаете? И под предлогом обещания этой любви, да, как бы всеми своими поступками, словами он вроде как обещает, да, что со мной будет классно, ты получишь эту любовь. Вот под предлогом обещания этой любви он, как, знаете, просто высасывает женщину, ломает ее, переделывает ее. Господи, здесь такое идет. Кошмар. Хорошо. Ну давайте. Его намерение к вам. Его намерение к вам. Ну, на самом деле, он хочет, чтобы вы с ним поделились каким-то ресурсом. Каким? Любовью. Способностью что-то созидать. Он не знает, какой он под маской. Короче говоря, вы для него очень вкусненькая женщина, и вы обладаете какой-то особой энергетикой. Может быть, ведьминской энергетикой, может быть, это какая-то, знаете, божественная энергетика. Вы можете творить что-то. Вы можете писать стихи, книги, картины, создавать танцы, может, вы хореограф. Да, печь пироги. Вы знаете, у вас есть какая-то творческая уникальная энергия, которая рождена вашей душой. Этот мужчина знает о ней, и он хотел бы это как бы забрать. Понимаете, в чем дело? Он сам не думает о том, что он вот такой, знаете, вампирюга. Он не думает. Он считает, что вот ему настолько плохо внутри, ему настолько плохо под этой маской, которая с ним срослась, что он не знает, что делать. Понимаете? Он, грубо говоря, ищет, кто может ему помочь. И он не совсем понимает, что этим он человека разрушает. Вот в чем дело. Ему кажется, что он дает все, что необходимо. Вот. Слушайте, я поначалу думала, что он просто такой, ну, товарищ гулящий, про погулять, про секс, а здесь про душу. Я бы выпил твою душу, понимаете, вот про это. Здесь его истинные намерения – это соединиться с вами, обмануть вас, создать у вас иллюзию вот какой-то любви, создать у вас иллюзию счастья, чтобы вы стремились к этому, чтобы вы стремились отдавать.
войти с вами в ваше внутреннее солнце, войти с вами в то пространство, которым вы сами являетесь. Да, Бог – это не человек, Бог – это пространство, это энергия. И внутри вас есть прекрасное пространство Бога, а внутри него нет. Внутри него черная дыра. И вот ему так хочется из своей черной дыры, ну то есть своей черной дырой, войти в ваше пространство и всосать. Знаете, да, что черные дыры делают? Они всасывают в себя все объекты, пролетающие мимо. И вот ему хочется для начала проникнуть в ваш внутренний мир, в то, кем вы являетесь, в тот ресурс, которым вы являетесь для него. Откуда она это берет? Как у нее это получается? Что за двигатель внутри нее продуцирует эту изумительную энергию, думает он. Я хочу войти туда, я хочу сожрать все. Я хочу всосать в себя без остатка все, что у нее есть. Я очень рассчитываю, что это пространство внутри нее, эта энергия внутри нее, заполнив меня, сделает меня полным, сделает меня не пустым. И мне не будет так холодно с самим собой. Офигеть! Вот это намерение. Тут вот прям какой-то демон во плоти, если честно. Ну, здесь разговор о разрушении. Притом этот человек еще склонен к такому моменту, как газлайтинг. То есть здесь разрушение будет происходить через то, что ты слишком эмоциональная, а что ты так реагируешь, а ты меня не так поняла. Да ладно, перестань, это все ерунда, что ты так глубоко все воспринимаешь. Тебе показалось. Понимаете? То есть он будет из вас дуру делать. Он будет делать из вас дурочку. Это настолько страшно. Это такое, знаете, разрушение другого человека, когда тот сам идет на плаху, не подозревая о том, куда он идет. И ведь, знаете, я не могу сказать, что у этого мужчины есть какой-то план по разрушению вас. Ощущение, что просто вот, ну, действительно, как бы он вот в попытке вытащить себя готов высосать вашу энергию. Вот так. Так каково же его истинное лицо? Каково же его истинное лицо? И знаете, карты говорят о том, что его истинное лицо вам уже стало понятным. Человек смерть. Человек страшный суд. То есть этот человек приходит для обнуления вас. То есть вот смотрите, его истинное лицо, оно уже видно, оно уже понятно. И внутренне я задала вопрос, а для чего же он тогда пришел к вам? И они говорят, так вот для этого он и пришел. То есть этот человек обнуляет вашу личность, обнуляет вас как человека. И становятся видны все ваши достижения. Выплывает на поверхность сила вашего духа,
И то, что вы сами из себя представляете, этот человек, он как будто бы зеркало, в котором, которое стирает реальность, да, и остается только что-то истинное, что-то настоящее. Этот человек пришел в вашу жизнь для того, чтобы вы обнулились через него, почувствовали себя никем и ничем, и для того, чтобы в этот момент определилась ваша истинная суть. Это непростой человек, он был послан к вам не случайно. Он был послан свыше совершенно однозначно, чтобы обнулить вашу предыдущую версию. Понимаете? И чтобы вы сами вытащили себя за волосы из болота и показали миру настоящую версию себя. Здесь говорится о том, что вы сами сейчас находитесь в периоде, когда вы не знаете, какая вы. Может быть, вы после развода, может быть, вы после каких-то иных потрясений, потому что здесь интересно, вы не знаете, вы жезловая, мечевая, пентаклевая, кто я, кто я. Я точно не кубковая, но кто же я, говорите вы. Вы сами зарабатываете, вы сами двигаетесь по жизни, вы много учитесь. И по сути, да, вы ко многому пришли в этой жизни, но вот сейчас требуются какие-то изменения, и поэтому вам послали этого человека. Изменения в лучшую сторону по колесу фортуны. То есть как будто бы перед тем, как вам что-то очень важное дать в этой жизни, причем колесо фортуны, оно ведь меняет все аспекты. Вы же понимаете, да? То есть это и любовь, и деньги, и работа, и вот все, что вы получаете. Вот перед тем, как вам дать эту удачу, этот успех, вас пришли обнулить при помощи вот этого мужчины. Офигеть. Так давайте же возьмем совет. Что делать вам в отношениях с этим человеком? Здесь говорят, что вы находитесь в перевернутой луне, то есть вы в ментальной зависимости от него находитесь, вы очень много о нем думаете, он вообще вас не оставляет. Что делать? Бежать, да, бегите, это классика жанра, да, то есть вам нужно бежать из этих отношений, потому что человек уже начал вас разрушать, вы уже здесь находитесь в жертве. Он уже проводит с вами определенные психологические эксперименты, и только ваша внутренняя сила, ну вот вышла наконец жрица, да, как раз разговор о какой-то энергии, которой вы обладаете, о тайном мире, который внутри вас, да, вот для того, чтобы этот мир не был разрушен и не пришлось его потом по черепушкам собирать, вам лучше бы, да, прямо сейчас отсечь этого человека окончательно, и вы будете скучать, вам будет больно, вас будет тянуть к нему, но вам нужно пережить этот период. Время лечит, как говорится. Если время не вылечит, приходите на отрезание менталки, но вам нужно отсечь его прямо сейчас и идти в новую себя. Потому что этот человек, я не думаю, что он что-то хорошее принесет в вашу жизнь. И вы должны понять, совет даю не я. Да, совет даю не я. Здесь совет идет от высших сил. Они говорят о том, что вы уже жертва, и что уже происходит процесс разрушения. Возможно, вы начали терять материю, работу, деньги. Просто как будто бы, знаете,
в вашу жизнь перестала приходить положительная энергия. Вот она сначала перестает приходить, а потом она начинает уходить. Да, она начинает сливаться в никуда. Поэтому здесь как-то так. Да, вы будете скучать, да, у вас будет ощущение, что вы сделали ошибку, что как бы нет, ведь он же был таким хорошим. Вы будете вспоминать его лучшую версию, лайтовую, да, ту, которую он показывает вам в процессе обольщения. И вам будет казаться, что он такой и есть. Вот. Но вот эти все скучания, вот эту луну, зависимость, да, это все нужно пережить и идти в новую версию себя. Простите, это замыленное выражение, да, но тем не менее, вот это так. Он пришел для того, чтобы вы переключились, обнулились и возродились вновь в каком-то другом духовном качестве. И уже пришло время это делать, потому что если вы будете дальше в это все углубляться, в отношения с ним, то он вас просто покалечит. Он просто высосет из вас все, и вы, ну, то есть вы, безусловно, обновитесь, безусловно, вы возродитесь, да, но просто это будет из более болезненного состояния для вас, чем есть сейчас. Ну вот как-то так, мои дорогие. Вот такой у нас получился сегодня разбор. Аж у меня мурашки по всему телу идут от этого мужчины. Прям, ну, странно, такая демоническая энергия. Кошмарная. Благодарю вас, мои хорошие. Напоминаю вам о том, что я создала для вас новый канал. Приходите на канал Людмила Шпакова в потоке. И будете смотреть расклады в шахматном порядке, да, ежедневно. Ну и на том канале будет очень много плюшек. Благодарю вас, мои дорогие. Как обычно, хочу пожелать вам только одного. Встретить свою настоящую, а не такую вот любовь. И не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.